Любой человек может на любую сумму поднять себе зарплату. Фишка заключается как раз в том, что вот на основе вот этих интегральных принципов создать сильный контур управления. Как вы их создадите, это ваше дело. Денег в компании не хватало. Ну и два кофаундера, они подумали и решили, что а пусть решат сотрудники, а давайте мы не будем вот это решение тяжелое принимать сами. Но действительно люди работают очень много, хотя у них созданы все условия, чтобы не работать. Ну, вообще открытые зарплаты, да, вот как раз Сергей говорил, да, когда и с чего все началось. Началось все как раз с открытия зарплаты финансов в 2017 году. И история была такая. Руководство компании столкнулось с неким кризисом и стало перед таким сложным решением. А что нам делать? Нам кого-то уволить или нам просто прекратить рост зарплат на год? И вот, как бы, денег в компании не хватало. Ну и два кофаундера, они подумали и решили, что а пусть решат сотрудники, а давайте мы не будем вот это решение тяжелое принимать сами. А для того, чтобы сотрудники могли это решение принять, пришлось открыть P&L, показать ребятам, как бы, вот смотрите, вот в компании вот сейчас 45 человек, вот наша выручка, вот наши расходы, вот так обстоят в компании дела. Мы вас ставим, ребят, перед выбором. Как вы думаете, нам стоит с кем-то расстаться или нам стоит годик потерпеть и не повышать зарплаты? Вот как вы думаете, что решили люди? Нет. Практически единогласно люди решили, что терпеть они не будут. И вот такое было самоуправление, да, сразу такое с порога жестокое. Нет, мы просто расстанемся с неэффективными. И в этот момент ушли не только неэффективные, на самом деле, ушли и амбициозные люди. Многим просто не нравилось, что теперь решение принимаем мы. У нас вот менеджмента нет, ответственность горизонтальная. И очень многим стало некомфортно, потому что люди хотели видеть там свой карьерный потолок, а тут его вдруг не стало, он обвалился. И это, да, многих не устроило. У нас команды могут выбирать себе менеджеров или даже увольнять менеджеров. Тоже такие кейсы есть. Попозже, наверное, расскажем, если будет интересно. И в конце прошлого года ввели эксперимент с безлимитными отпусками. Вот. В ноябре или декабре, когда, не помнишь? По-моему, в ноябре, да. Гулять можно сколько угодно. То есть можно брать сколько угодно отпуска, когда хочешь. Кажется, что это там привело бы к развалу компании, но нет. Люди, естественно, учитывают там графики своей команды, учитывают, кто там от кого зависит, когда лучше это сделать. То есть они сами просто эти отпуска планируют. Но у нас есть принцип инвестиции в обмен на инвестиции. Да? То есть мы передаем людям ответственность за то, что они этими отпусками управляют сами, но в обмен мы не принимаем от них, допустим, при увольнении, причину увольнения, что я там перегорел, там перерабатывал. То есть ты сам управляешь вот этим своим состоянием, да, по сути, и сам управляешь своим отдыхом. Нет там какого-то менеджера, который за этим будет следить. Но при этом люди выгорают и перерабатывают. И вот эту проблему мы до сих пор на самом деле не смогли решить. Наверное, это на вечер факапов мы вынесем отдельно. Но действительно люди работают очень много, хотя у них созданы все условия, чтобы не работать. То есть, условно, ты сам определяешь свой бэклог задач, ты сам выбираешь, чем тебе заниматься, ты сам заполняешь свою роль. Но вот эта свобода, она провоцирует гиперответственность. И, наверное, важно отметить, так работает прозрачность. Когда любой человек в компании видит, чем ты занят, какие ты себе поставил цели и как ты их достигаешь, это создает давление сразу всех на одного человека. То есть по факту что получается? Тебя контролирует не только твой начальник, тебя может контролировать вся компания. И людям с этим сложно. И все равняются на топ-перформеров.
Поэтому люди выгорают, люди уходят. Мы всегда при увольнении платим компенсацию в зависимости от того, сколько человек проработал, там максимальная сумма 3 оклада. Даже если человек уходит по своей инициативе, сам он хочет уйти. Но вот эту вот мы идею, мы ее не придумали, мы ее взяли у компании Netflix, и она работает хорошо, чтобы человек не мучился и не страдал. То есть всегда можно сказать, я выбираю деньги и ухожу. По-прежнему, да, я говорю, то есть как бы идей много, но люди выгорают, и ну, как бы мы не нашли пока идеального способа с этим бороться. И еще важно, что из этих правил нет исключений ни для кого. Ну, то есть, когда человек принимает решение, он его делает публично, чтобы как раз собрать фидбэк со всех заинтересованных, да? И даже SEO, когда принимает какие-то решения, он действует по тем же правилам. Он не может просто сказать, я хочу, чтобы было так. Он делает оффер, его обсуждают, любой человек может его покритиковать, заветировать в том числе, да? Или, ну, в общем, помочь улучшить. Вот это тоже важно, да, чтобы как бы исключений не было в культуре. И приводит это к чему? В итоге SEO наш в ноябре прошлого года складывает в себя полномочия и передает эти свои полномочия кругу управления и сам, в общем, уезжает из страны. Это были две не связанные между собой вещи, но в целом да. Короче, ну да, так получилось. Неважно. Правда, ну, при этом он все равно... Есть. Да. Люди все равно по инерции продолжают воспринимать его как главного, и когда он там в трейдиках где-то что-то пишет, то часто, ну, как-то, в общем, вес у него... Как-то неловко побольше. отказать Неловко. основателю, да. Но можно. Но на самом деле можно, и Да. многие так делают.